Всем привет, вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим последний и решающий матч Олимпиады 68 года СССР-Канада. В последнем туре за пару часов до этого матча шведы играли с чехами, и нам нужно было, чтобы шведы не проиграли, потому что накануне советские хоккеисты проиграли чехам 5-4, поставив себя в такое положение. По рассказам многих, шведы обещали нашим, что не проиграют чехам в знак благодарности за 67 год, когда с помощью советской команды шведы также в последнем туре чудом стали вторыми. Трек Рунур сдержали слово и сыграли с Чехословакией 2-2. Чехи упустили свой шанс. Теперь любая победа над Канадой делает нас золотыми. В свою очередь канадцам также любая победа приносит первое место, так что матч как финальный. Сюжет не хуже любого детектива. Подпишись, если нравится тот замечательный хоккей. У нас в воротах Коноваленко, у канадцев Бродерик. Наши начали игру поактивнее. В составе СССР единственный без шлема Рагулин. Полупанов выходит на ударную позицию, его блокируют. Какая скорость у канадца, но Коноваленко все прочитал. Фирсов взял шайбу в своей зоне, проходит среднюю сам и мощнейший выстрел в своем стиле. Канадцы с шайбой, несколько рикошетов, и Макмиллан выходит на ударную позицию. Бросок! Первая тройка была Борис Майоров, Старшинов, Вениамин Александров, но Александров получил травму, и вместо него играл Зимин, 14 номер. Старшинов переводит, Зимин накручивает канадцев, отдает назад Старшинову, бросок! Посмотрите, какая техника у Зимина. Это его первый большой турнир за сборную, а Старшинов скинул руки вверх, находясь лежа на льду. Третья тройка у нас, как говорил Тарасов, система. Самые что ни на есть солдаты, которые могут нейтрализовать любую тройку соперника. Мишаков, Ионов, Моисеев. Перехват, Мишаков подбирает, проходит, пас Моисееву, бросок! Обратите внимание, борта прозрачные и сколько места за воротами. Пускин выбрасывает шайбу из зоны, Майоров проходит всю площадку сам, оставляет Зимину, и сам Майоров с упора бросает. И что делает 12-й номер Макмиллан? Don, that's the first bit of hitting there's been, and Gary Dineen threw a pretty stiff check at the Russian player there. So far, these two officials have indicated, the Swede and the American, they want these fellas to play hockey. На льду лежит и не может подняться наш капитан Борис Майоров. По его же рассказам, Макмиллан ему попал в шею, и Майоров до конца игры не мог нормально говорить. Более того, он несколько месяцев после этого хрипел. Очень прилично досталось. Но зачем так делал Макмиллан? Какая необходимость? Момент уже закончился, Майоров никого не трогал. И ведь на повторе сначала 4-й номер Маккензи ударил, а Макмиллан вообще с разгона бьет в наглую локтем, и абсолютно ничего ему за это не дали. Майоров ушел на скамейку с помощью партнеров. Осудили игру швед и американец. Борис Майоров в игру, конечно же, вернется. Наши в большинстве. Фирсов в своем стиле технично обыгрывает, пас на пятак Викулову. Вновь большинство у нас. Мишаков разобрался за воротами, пас, и Анатолий Ионов бросает. Теперь наши в меньшинстве. Рагулин отдает, Полупанов обыгрывает легко Дайнина, пас Фирсову, бросок в касание. 1-0. Великолепная связка Полупанов-Фирсов. Как сыграл Полупанов, еще и в меньшинстве. Но и для Фирсова было забить здесь дело техники. Вбрасывание в нашей зоне. Рагулин отбивает шайбу на коленях и следует мощнейший бросок. Вновь вбрасывание у нас. Хак выигрывает его, и Мот мощно бросает. Второй период. Канадцы начали поактивнее. Еще бы, им нужно отыгрываться. Наши не вывели шайбу из зоны, и Дэнни Уши со средней опасно бросил. Еще атака канадцев. Вновь Оши идет вперед. Передача, и Пол Конлин супер момент.
themselves. They bang away. Another shot, and it just flies past from Bourbonnais. Посмотрите, Конлина успели наши заблокировать, но и Коноваленко красавец. Викулов идет вперед по краю, канадец ошибается и отдает чужому, а Полупанов бросает, что есть сил. Шайба в зоне Канады, хороший выход из обороны Кленовых, выход 2 в 1, Хак бросает. Фрэнсис Хак, 9 номер, он был лучшим бомбардиром той Канады, в 7 играх 4 забил и 5 отдал. Пожалуй, самое узнаваемое лицо той сборной. А это Вениамин Александров в синем костюме на скамейке. У него травма. Локтева из их легендарной тройки не было уже и в 67-м, а Альметова не было уже здесь. Для Александрова это последний турнир в сборной. В 69-м его уже не возьмут. Вбрасывание в нашей зоне. Дайнин выиграл, и Джерри Пиндерс неудобный какой момент! Дайнин вновь идет вперед, оставляет Макмиллану, убойная позиция! Атака продолжилась, и Дайнин вылезает, и бросок с разворота! Канадцы очень хотят отыграться. Сколько моментов. Все тот же Макмиллан, которого должны, по идее, были удалить до конца игры за удар локтем Майорову, идет вперед, оставляет Маккензи, бросок! И в ответку Фирсов разворачивается, обыгрывает, могучий замах! И при таком преимуществе Канады, не забив, они ошибаются на нашей синей и пропускают молниеносный выход 1 на 1 Мишакова. 2-0. Очень важная психологически шайба для нас. Она не вытекала из логики игры, но это проблема канадцев. Еще и защитник у них споткнулся. Какая скорость у Мишакова и как он все сделал технично. Вратарь Бродерик стал лучшим вратарем той Олимпиады, но здесь он не рассчитал и выбросился. На скамейке Тарасов чуть ли не расцеловывает своего преданного и одного из самых любимых солдат Мишакова. Многие считают, что это ключевой момент игры. Тут же борьба. Дайнин бьет защитника с мощнейшим броском Виктора Блинова и еще и наступает на него специально коньком. Контратака наших. Викулов догоняет шайбу, оставляет Фирсову, Полупанов бросает. Конечно, Фирсов был самым любимым хоккеистом у Тарасова, но неужели ему разрешалось при скользком счете обыгрывать через свой пятак? Многие говорят, что у Виктора Блинова был бросок сильнее даже, чем у Фирсова. Виктор здесь 4-й номер. Наши в большинстве, идет розыгрыш. Рагулин отдает, и Блинов мощнейший бросок. Канадцы действительно потухли после гола Мишакова. Зимин прорывается по краю, пас, бросок Старшинова. И после ошибки Мишакова в середине канадцы вместе с Сиреной успели бросить. Третий период начинается с наших атак. Грубейшая ошибка Монтейса. Пас поперек перехватывает Старшинов. Бросок. Бродерик выпускает шайбу. Зимин добивает неуспешно. И еще раз Старшинов. 3-0. Как холодный душ для канадцев, которые, конечно же, выходили с мыслью бросить все силы, чтобы отыграться. Но Вячеслав Иванович Старшинов забивает свою 6-ю шайбу на этой Олимпиаде. Просто вгоняет. Рагулин, единственный из наших, играет без шлема. Пиндер перехватывает передачу. И вот так Александр Палыч играет в защите. Моисеев не вывел шайбу из зоны. Ионов пролетел мимо шайбы. Моисеев сбивает Зайцева, а Кадье бросает с неудобной. Если бы пропустили, ох и получил бы Моисеев на скамейке.
Кузькин подбирает шайбу в своей зоне. Пас, Старшинов, Майоров с неудобной Кузькину. Бросок и Зимин! And a good save by Broderick. The puck goes loose and Broderick well out of his net to knock it away. В этом моменте вратарь Канады Бродерик показал, почему его признали лучшим вратарем Олимпиады. Полупанов выигрывает вбрасывание, и Блинов великолепным пасом выводит Полупанова 1 на 1. Pass to Polupanov. He's got a breakaway going in. He takes the shot, and Broderick makes the save. Лучший пас этого матча у Блинова. По-хорошему здесь должен быть Булит, но судьи вообще ничего не дали. Наши почувствовали свободу. Рагулин подключается. Полупанов как красиво обыгрывает пас в падении Фирсов. He spun around and down. Another shot by Fursov as it goes wide. Канадцы в атаке. Закрывает зону Гленни. Отскок от борта. Ошибается Зайцев. Коноваленко. To a save beside the net, a shot, and Konovalenko held his ground and kicked it away. Маккензи перехватывает пас. Оши бросает с убойной рикошет. McKenzie to O'Shea, takes the shot, it bounces over the net. Наши в большинстве. Борьба у борта. Майоров отдает. Давыдов мощный бросок и добивание Зимина. Takes the shot right on his score. The rebound coming out to Zimin, and it's now 4-0 Russia. 4-0. Зимин один из лучших в составе сборной СССР в этом матче наравне с Фирсовым и Полупановым. Просто в касание вогнал шайбу в ворота на добивании. Защитники Канады не успели. Команды поменялись воротами, и канадцы хотят размочить счет. Харгривс бросает, Коноваленко и еще раз бросает шайбу в кучу. And it comes out in front, they bang away at it, and O'Shea couldn't get it in. Моисеев как красиво проходит все поле и хороший бросок. Across the Canadian line, working in, he takes the shot, and Broderick just deflects that one wide. Канадцы не оставляют попыток забить, и вновь Харгривс неудобно атакует. Hargraves, the backhand shot, right in front, it lays loose, and the Russian player falls on top of it in the goal crease, with Konovalenko having no idea for a moment just where that puck was. Викулов идет вперед, разворачивается, как технично уходит от двух канадцев. Пас Фирсову, ой-ой-ой. Up in front, a backhand shot, scores. 5-0. Как Фирсов раздевает лучшего вратаря Олимпиады. Даже жалко его немного. А Викулов раздел всю оборону Канады. Какая красота! Фирсов забивает 12-ю шайбу на Олимпиаде, оформляет дубль, и он лучший бомбардир с отрывом 12 плюс 4 передачи, лучший нападающий и лучший игрок на Олимпиаде в Гренобле. Такой гол, как вишенка на торте. Майоров получает шайбу, Улитка отдает Зимину, и какой момент можно оформлять дубль, как и Фирсов! comes to Simmons, Simmons going right in, he takes the shot, and somehow Broderick got a stick on it with assistance, I believe, from Conlon. Советская сборная уверенно довела дело до разгромной победы 5-0, а игроки поочередно качали на руках вратаря Коноваленко и тренеров Чернышова и Тарасова. Да, не без помощи шведов, но мы забрали это золото. А как вы считаете, правда ли шведы хотели вернуть нам подарок за 67-й год? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал для следующих обзоров. До свидания.